Zombie apocalypse. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 4-е видео по левелинг гайдам в Gloomhaven. Гайд на развитие и прокачку персонажа с 1 по 9 уровень. И на очереди у нас очередной стартовый класс. Их осталось у нас 3. До этого мы сделали Брута, Плетущую чары и Пустотелого. Сегодня у нас Плутовка. АК, как говорится, местный разбойник, один из двух, потому что их в игре двое. Есть один завязан больше на стихии ночи, Плутовка. Плутовка чуть-чуть попроще в этом плане. Персонаж в большинстве случаев ближнего боя, есть карты на дальние атаки. Предпочтительный урон у нее соло-цель. Есть, конечно, свои плюшки, свои АОЕ атаки, которые тоже достаточно неплохие. Хорошее движение у нее, очень большая инициатива у карт. Точнее, небольшая, ну как большая. Большая мы подразумеваем низкая. Да, то есть здесь чем ниже инициатива, тем ты быстрее ходишь. Но где-то это может быть ее минус, потому что иногда нужно походить последним, да, а в случае с Плутовкой это не всегда срабатывает, потому что высокая очень инициатива. Там до десятки или там до двадцатки у нее слишком много карт. Но, как говорится, урона выдает она тоже прилично, особенно в одну цель. Особенно, если еще добавить ей какие-то статус-эффекты, типа отравления, раны или там кому-то другому добавить эти статус-эффекты и бить по этой цели. Плутовкой, там есть у нее карты, которые добавляют бонусный урон, если на эффекты, если на цели эффекты статусные. Поэтому давайте начнем. Давайте вот мы создадим. Сейчас проверим. Назовем такие ее и Плутовка, да. Там неважно какой квест, да, потому что у нас все сделано. Итак, что мы имеем? Мы имеем 9 карт. Относительно немного. То есть выше, чем у Плетущей чар. У Плетущей чар 8, но Плетущая может возвращать карты с помощью эфира на руку. Здесь такой механики нету, поэтому карты нужно расходовать аккуратнее. У нее есть больше карт, которые уходят в стопку взброса, не в потере. Само собой, чтобы, как говорится, продлить нашу жизнь, наше путешествие по миру. Давайте даже посмотрим на стартовый ростер карт. Так, намеченная цель. Атака 3, добавить плюс 2, если цель находится на соседней с вашим союзником клетке. Хорошая карта, сразу же мы ее берем. И нижнее действие тоже читаем. Во время ваших следующих 4 атак, нацеленных на врагов, находящихся на клетках ни соседним, ни с одним из союзников, добавляйте плюс 2. То есть идете какую-то конкретную цель, которая отдалилась, вырезаете, перед этим вот бафнувшись нижним действием. Выглядит сильно. Фланговая атака 4. Добавьте плюс 2, такое же верхнее действие. К атаке получите плюс 2, если цель находится на соседней с вами союзником клетки. И движение 5, очень сильно. Быстро бежим, много бьем, если союзник рядом. Дымовая шашка. Невидимость на себя во время вашей следующей атаки. Невидимость. Удвойте показания этой атаки. Карта спорная. Она на босса. Вот босс в ранней игре, если вы встречаете, опять же, это площадь. То есть это либо Капитан Стражи, либо Джек Сера. Либо там сразу же, по-моему, в шахте, если я не ошибаюсь, будет босс у вас по компании.
Если вам нужен сильный дамаг по боссу, это прям сильно. Пока скипнем. Нижнее действие притянуть 2, дальность 3, ситуативно тоже. Удар в спину. Добавьте плюс 2 к атаке, получите опыт 1, если цель находится на соседней с вашим союзником клетке. Добавьте плюс 2 к атаке, получите 1 опыта, если цель находится на клетке не соседней с одним из ее союзников. То есть, если цель находится рядом с вами, но не рядом, понятно же, со своим союзником, с другой целью, опять же, это может быть босс, это может быть очень много урона. И движение 6. Пока что, опять же, пропустим. Воровская сноровка. Обезвредите одну ловушку, находящуюся на соседней клетке. Атака 3. Возьмем. Нижнее действие атака 3. Очень редкая атака, причем не самая маленькая. И обезвредить ловушку может пригодиться. Пригодится в начальных этапах особенно. Там будут сценарии с ловушками. Возьмем. Отравленная заточка. Атака 3. Отравление. Сильно. Движение 5. Берем. Отравление всегда имба. Что дает отравление? Плюс 1 входящего урона по цели. Очень важно против целей с щитами, с какими-то другими эффектами, которых нужно срочно забурстить, задамажить. Берем. Метательные ножи. Атака 2, дальность 3, цели 2. Единичка опыта, добыча 2. Опять же, две цели. На дальность 3, 2 урона, небольшое ОЕ. Возьмем, плюс добыча. И добыча 2. Это мощно. Берем. Пока что берем. 5. Ловкость рук. Движение 2, атака 2. Сверху. Верхнее движение, да? Нижняя добыча. Опять же, была бы нижняя, не нижняя добыча, было бы какое-то либо движение, либо может какой-то подхил, либо что-нибудь еще. Либо атака тоже. Супер карта. А так как нижняя добыча, карта слабенькая. Особый рецепт. Лечение 3 на себя, движение 3, отравление цели 1, враг на соседней клетке. Неплохая карта, подхилить себя, отравить врага. Не самая плохая карта, пока что оставим ее. Подлый прием. Добавьте плюс 1 к атаке за каждого вашего союзника на соседней клетке с целью клетки. Вместо этого добавьте плюс 2, если вы отменили ночь. И движение 3. Заставьте одного врага на соседней клетке выполнить по вашим управлением действие движения 1. Оно должно закончиться на соседней с вами клетке. Неплохая карта, опять же. Если вы, допустим, с кем в пати? На первом уровне с плетущей чары. Она там во время эфира ночь поднимается, да? Но это на один ход. На первом уровне не самая сильная карта. Почему? Потому что, опять же, стихия ночь будет у вас один раз. Это у плетущей чары, по-моему, если я не ошибаюсь. Шарлатанский трюк. Атака 2. Добавьте x2, где x удвоенные показатели свойства щит цели. То есть это ваншотнуть какого-нибудь злого духа. Самое то, что надо. Когда вы должны будете получить урон в этом раунде, вместо этого не получать урон. Берем. Почему беру, я же говорю, ваншотнуть какого-то мощного, какого-нибудь мощного злого духа, призрака. Они у вас практически сразу появятся, да, на компании. И поэтому ваншотаем. Ваншотаем с помощью этой карты. Если там, чем больше у вас сложность подземелья, да, там тем больше щита будет у духа. То есть там 3-4 щита. Это 8 урона, плюс 2, это 10 урона. Вы точно его завалите. Ну, если не промажете, конечно. И скорострельный лук. Атака 3, дальность 4. Я всегда беру, потому что и добыча, и движение 2. Выполняйте действие добычи на каждой клетке, за которую вы передвинетесь этим движением. Супер сильная карта. Вы сразу собираете деньги там, где вы идете, и стреляете на большом расстоянии. Атака 3 достаточно сильно. Плюс можно грейдить. Вполне себе. Итак, у нас 7 карт, осталось 2, да? Осталось 2 карты.
Возьмем-ка подхил на первом уровне. Вот это у нас больше нету невидимости, да, на первом уровне, только одна карта. Удар в спину. Какие еще варианты? Особо не вижу. Удар в спину. Можно ловкость рук, но слишком много добычи для ловкости рук. Либо в ловкость рук, либо удар в спину. Выбирайте сами. Нужно больше движений, ловкость рук. Нужен какой-то а-ля ваншот. Берем удар в спину. Едем дальше. Второго уровня карты. Атака 4. Добавьте эффект рана и получите 1 опыт, если цель находится в соседи с вашим союзником клетки. Движение 5. Стандартная карта для плутовки. Сильно. Кремниевый пистолет. Добыча 1. Но опять же, здесь дайте здесь не добычу, дайте здесь хил. И карта супер имба. Как на второй уровень. Открытая рана. Открытую рану берем сразу же вместо удара в спину. То есть движение такое же. Карта не сгорает. У нас 9 карт. Напоминаю еще раз. У нас 9 карт. Нам важно не сжигать карты. Поэтому открытая рана. То, что нам интересует. И атака 4 уже. И рана. Это всегда супер хорошо. Едем дальше. Потайные кинжалы. Атака 4. Дальность 3, цели 2, невидимость. Выпад дуэлянта. Движение 3, атака 3 сверху. В этом раунде добавляйте плюс 2 ко всем вашим атакам, нацеленным врагов, находящихся на клетках, не соседних, не за ними. Опять же, вот эта карта сильная, но очень хорошая. Если вам нужно закомбить, если у вас проблемы с каким-то боссом, и вы понимаете, что не можете нанести достаточного количества урона, так это назовем, да? Что вам нужен сильный дэмэдж. Представьте себе историю. Вот вы юзаете эту карту, да? Босс. Это постоянный баф во время вашей следующей атаки в состоянии невидимости, да? Удвойте показатель этой атаки. Во время вашей следующей. Но! С этой картой, когда вы возьмете на первом уровне, вы можете один раз это сделать. И все. Теперь же, да, вы можете постоянно быть в невидимости. Ну, не постоянно, но определенное количество ходов. Благодаря ей. То есть вы встали возле босса. Заюзали. Сначала вам нужна шашка. Какая-нибудь шашка плюс воровская сноровка. Потом следующий ход. Вы еще в невидимости. Вы бьете, допустим, открытой раной. Открытой раной бьете. Атака будет x2, то есть это 8. И снова юзаете невидимость. И так... Это уже 3 атаки будет. Это уже сильно. Это уже сильно. Если вам нужен такой урон в одну цель, вы берете эту карту. Плюс верхнее действие тоже как бы. Оно одноразовое, но бьет больно. Бьет очень больно. И по 2 целям. И опять же, она грейдовая. То есть может быть много атаки, много дальности. И цели даже 3 может быть. Поэтому, как говорится, выбор за вами. Но здесь верхнее движение, да? Верхнее движение 3 это много. Атака вместе с атакой 3 это тоже много. Как для такой карты. И нижний баф. Плюс 2 атаки.
Эта карта более универсальная. Вот эта карта. Она рассчитана... То есть, плутовка построена так, что либо вы ориентируетесь на урон в точку, на конкретно там босса какого-нибудь, да? Либо вы выбираете вот эту карту и ориентируетесь на зачистку подземелья, где там много мобов, и они разбросаны по карте. Вот эта карта лучше подойдет, потому что карт с боссами не так много. Карт с рассредоточенными противниками в разы больше. Пока что берем это. И ставим ее вместо... И можно ее вместо вот этой карты ставить спокойно. Потому что здесь мы то же самое делаем. Здесь мы делаем то же самое, только она сгорает. Одноразовая, да? Здесь мы делаем, но это на один ход. Правильно. Либо мы стакаем и уберем, допустим, ножи. Вот так вот. Останется у нас скорострельный лук. В рейнже стреляем. Опять же, нужно больше урона. В рейнже метательные ножи оставляем. Но поскольку у вас поначалу будет плетущие чары, там практически весь рейндж дамаг, если плетущие чары собирает это правильно. Поэтому оставляем выпадулянта. Next level, поехали, уровень 4. Шквал клинков. Вот это уже сильная атака рейнджовая. Атака 2 дальность цели 3. То есть атака не грейдится. Но самый сок это нижнее. Преимущество. Преимущество имба. Опасный козырь. Добавьте плюс 3 и получите... Атака 3, добавьте плюс 3 и получите 1 опыта, если цель находится. Опять же, стандартное действие для роги. Усиленная версия удара в спину. Просто усиленная версия. Вот сравните две карты. Движение 7, атака 3, только там плюс 2, здесь плюс 3. Усиленная версия удара в спину. Нужна ли она вам? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Опять же, если нужно боссов топить, берите. Я не против. Gloomhaven он такой разношерстный. Можно практически... Нет такого, что... Единственное, я не пробовал еще самую сложную, как говорится, плюс 2 сложность. Там, может быть, будет какой-то, так говорится, уже конкретный именно паттерн, путь, который мы должны выбирать с карты, потому что, допустим, с другим не пройдется. На плюс 1, точнее на плюс 3, да, я-то походил на плюс 2, на плюс 3, сейчас же новая сложность, на плюс 3, да, на плюс 2 хватает, практически выбирать так, как говорится, везде по чуть-чуть. Берем шквал клинков. Преимущественно из-за нижнего действия, потому что преимущество это супер сильно. И ставим ее вместо... Ну, допустим, можно вместо фланговой атаки поставить. Либо если к четвертому уровню, я думаю, нам уже хилка будет не нужна, мы насобираем денег, купим баночки, хилку убираем, шквал клинков ставим. Next. Отстрел слабых, атака 4, добавьте плюс 2. Опять же, стандартная история для плутовки. Во время ваших следующих 6 атак, нацеленных на врагов. Вот, то, что я говорил. Статусы в состоянии разоружения, паралич или оглушения добавляйте плюс 2 к атаке. Мы паралич, разоружение и станы не накладываем. Это делает у нас Брут. Очень, у него есть карты с дизармом, есть карты со станом. Паралич накладывают больше другие ребята. Зависит от пати.
Лик неизбежности. Убейте одного обычного врага, находящегося в клетке соседней с вами, вашим союзником, но не соседней ни с одним из его союзников. Не, если, опять же, убейте одного обычного или мощного врага. Да, это сильно, но один обычный враг... Нет. Но массовое отравление здесь как бы. Если вам нужно массовое отравление, вы берете эту карту. Но, как говорится, сомнительная история. Мало движения. Было бы здесь больше движения, хотя бы там 4, было бы в разы сильнее. 2 слабовато. И опять же, был бы обычный плюс мощный, да, сильная карта. Она не сгорает, она идет в сброс, вы ее потом заберете. Отстрел слабых, однозначно. И вот эту карту, отстрел слабых, можно поменять на вот эту карту. В зависимости, опять же, от пати. Такое же верхнее движение, только там 3, здесь 4. И здесь больше атак. Здесь больше атак, чем здесь. Вам нужны статусы. Вам нужны дизармы, станы или параличи. Но учтите, если, допустим, босс, много из этих эффектов не будут работать. Допустим, ну это я беру пример Last босса. На Last босса в компании не работает ни один эффект. В основном, дальше, в других случаях, практически все остальные боссы, какой-то 1-2 статуса, они... Да. Да. Дальше получается... что... Блин, сбили меня немножко тут. Отвлекли. То есть, у нас сколько-то там статусов в игре. Можно перечень дать. Там разоружение, паралич, глушение, смятение, отравление, рана. Еще там, по-моему, какие-то статусы. То есть, большинство статусов босс иммунен, но, допустим, не иммунен он к дизарму и к отравлению. То есть, значит, будет работать. В итоге все равно карта супер эффективная. Не считая, что берем каких-то мощных монстров, которых вам нужно срочно убить, иначе они, просто сильно будут вас дамажить. Поэтому однозначная карта. Берем. Так, пародирующий яд. Добавьте плюс 2 ко всем вашим атакам, нацеленных на врагов в состоянии отравления. Вот. А вот это сильно. Вот эту карту тоже баф, я думаю, бы взять. Здесь у нас 6 атак, а здесь мы перманентный баф на плюс 2 к по отравленным врагам. И отравление, паралич, сильно. Кипящее масло. Атака 4, дальность 3, рана. Да, это сильнее карта, чем скорострельный лук, как по мне. Это намного сильнее карта, чем скорострельный лук. Но баф есть баф. И мы берем его вместо воровской сноровки. То есть здесь у нас тоже нижняя атака, здесь у нас отравление, здесь у нас паралич. И сверху у нас пермабаф, который супер подходит. Ну, не знаю. Так, дальше поехали. Атака 4. 7 уровень. Добавьте плюс 4 к атаке и получите 2 опыта, если цель находится на соседней с вашим союзником клетке. Очень много урона. Под невидимостью, да? Это может быть 16 урона. Здесь капкан захлопнулся. Обезвредьте одну ловушку на соседней клетке. Обезвредьте одну ловушку, находящуюся на соседней клетке еще раз. Выберите в качестве цели одного врага в пределах дальности 3 и примените к нему эффект обезвреженной ловушки. Во время вашей следующей атаки, нацеленной на врага, находящегося на клетке соседней с вашим союзником, но не соседней ни с одним из ее союзников, удвойте показатель этой атаки. То есть, опять же, супер сильный баф на босса. То есть,
вам нужно, чтобы цель стояла рядом с вами, но не с кем из своих союзников. То есть это не подходит для какого-то босса, который призывает каких-то чувачков, да, там. Есть там будет босс у вас достаточно рано, который будет призывать демонов. Не подходит особо. У вас времени не будет, и оно не будет работать. Дальше там сильно будет, я же говорю, на тех именно боссов, противников, который будет один, который, допустим, попрет на вас. Таких врагов или боссов на самом деле не так много, которые будут чисто буром переть на вас, а остальные будут стоять смотреть. Либо вы как-то его должны будете выдернуть, законтролить, или отвлечь остальных, а одного выдернуть. Не самая простая история. Поэтому, не выходя из тени, берем. И теперь у нас невидимость появилась, да? Там мы скипнули одну невидимость. И теперь, когда нам нужно будет x2 долбануть, теперь у нас есть вот такая штука. Карта 7 уровня. Мы еще двигаемся и ходим в невидимость. То, что мы скипнули на каком? На 2 уровне или на 3. Едем дальше. 8. Ураган стилетов. Атака 2. Дальность 3. Цели 4. Можно было бы... Если была бы атака 3, да, сильно. Атака 2 на 8 уровне. Движение 4, ответный удар 1. Неплохая карта. Но, как говорится, что нам предлагают? Лечение 8 на себя, движение 3. Убейте одного врага, находящегося на соседней клетке, которого текущее количество АЗ меньше или равно 3. То есть здесь не важно, обычный или мощный. Может пригодиться. Эта карта может сильно пригодиться против каких-нибудь врагов, у которых много щитов, опять же, но мало здоровья. Это может быть демоны огненные, у них не так много здоровья, но много щитов. Это может быть лесные бесы, у них много щитов, мало здоровья. Это может быть, опять же, ожившие духи, у них чуть-чуть больше здоровья, но если вы просадите их, но щитов тоже у них много. Это может быть супер полезная карта. Если есть проблемы с этими врагами, карта для вас. Ураган стилетов выглядит немножко универсальнее, да, сейвовее, потому что вам надо будет подойти, там, вам не надо, точнее, подходить, не надо, просто раскидывайте стилеты там с расстояния и так далее, а потом уже там. Ну, минут 10, ну, блядь, мама спать хочет, сейчас, Так, сорямба еще раз. Отвлекают здесь. Так. Поехали. Ураган стилетов. Вместо... А вот вместо фланговой атаки, почему бы и нет. Поехали дальше. Ну и 9 уровень, смотрим самую сильную карту. Атака 4, цели все враги на соседних клетках. Разоружение. Имба, правильно? Массовое УЕ. Массовый дизарм. Заставьте одного обычного или мощного врага на соседней клетке совершить свой ход в этом раунде под вашим управлением, считая всех его союзников врагами, а его врагов союзниками. Майн-контроль. Супер сильная карта, самая большая инициатива в игре 2. Добавляйте эффекты отравления и рана ко всем вашим атаке. Тоже мощно. Движение 5, рана, цели все враги на соседних клетках. Опять же, если нужен дизарм, эта карта имба. Просто имбище. Можно бафнуть 5 урона по всем. Это сильно. На соседней клетке. Это тоже сильно, но направлено против одной цели будет. Если бы эти две карты как-то можно было соединить,
Было бы круто. Но, смотрим. Вот у нас есть ураган стилетов. С воспламенением. Как это смотрится? Имба? Имба. То есть вы бафнули. Каждый у вас стилет. Это 2 урона. Плюс отравление и рана. Выглядит мощно. Так же самое любое другое АОЕ. Вот это. Шквал клинков. Та же самая история. Любая атака. Та же самая история. И массовая рана. Тоже сильно. На 9 уровне у вас будет в отряде человек, который будет массово ауешить. Так что я думаю, мы берем воспламенение. И нам нужна карта с низкой инициативой. И берем мы ее. И ставим ее вместо, допустим, скорострельного лука. Вот предлагаю такой вариант. То есть универсальный билд плюс-минус. У вас есть рейндж атаки, у вас есть мили атаки, у вас есть невидимость. Выбирайте, что хотите. Вот такая вот история. Вот такая у нас плутовка, как говорится. Как по мне, я же говорю, билд универсальный. Вы в каждое направление немножко ударились. Я же говорю, рейндж, стелс, соло таргет, мили. Все есть, выбирайте. У вас 9 карт. Подстраивайтесь под конкретное подземелье, что вам надо. Плюс есть подхил. Да там какой-нибудь. Подстраивайтесь и побеждайте. Вот такой вот у нас мини-гайдик по прокачке. Следующий персонаж у нас, скорее всего, будет это изобретатель. И останется крадущий разум. Подписывайтесь на ссылочки внизу под видео, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои эти отзывы, комментарии, попробую ответить на все. На все вопросы, не стесняйтесь, задавайте вопросы. По какому-то конкретному, можно подземелью или какой-то номер, по конкретному сценарию, пишите там номер компании, попробую рассказать, если что-то непонятно, как пройти, что делать. Тоже пишите все, задавайте вопросы. Как обычно от себя, желаю всем хорошего настроения, добра, здоровья. Берегите себя. Увидимся до следующего раза. С вами был Танек. Пока.